Значит, в близнецах два ядра. Не видела таких котлов. Ты упоминала сейсмическую активность. Когда моя предшественница создавала тот котел, строительству помешала серия землетрясений. Ядро данных было уже закончено, но в итоге весь объект сильно пострадал, и она начала заново. Так появилось второе ядро. Однако, после повторных толчков, она бросила строительство. Повезло нам. Толчки продолжаются? Нет, но из-за них и другие объекты в том районе стали работать нестабильно. Лаборатория, где я нашла Диметру, входила в агрономический комплекс Фаро. Там они придумали преобразование биомассы и адамантовый венок. Элизабет знала об этих работах? Судя по всему, она была в курсе других попыток победить рой машин, но все внимание уделяла только новому рассвету. Логично. Но они же доделали свои венки. Если бы они успели применить их против чумы Фаро... С помощью найденных тобой данных я провела несколько симуляций и пришла к выводу, что их ожидал провал. Во всех возможных сценариях боевым машинам Фаро удавалось вовремя взломать и отключить венки. Рой все равно победил бы. Значит, только новый рассвет им мог помочь. В оранжерее мы нашли много информации о сельском хозяйстве. Как думаешь, ее хватит, чтобы спасти земли Квен? Запускаю анализ. Готово. В данных содержится много знаний о новейших принципах земледелия, которые пригодятся племени в перспективе. Но богатый урожай не спасет весь мир. Это наша задача. Верно. Мне, пожалуй, пора. Как скажешь. Береги себя, Элой. Отлично. Новые данные для изучения. Мне нравится. Она так много болтает. Ты делал бы так же, если бы знал все обо всем на свете. Элой, я слышала, ты идешь на запад, за земли Тенакт. А тебе знакомы те места? Только по слухам. Утару рассказывают об острове, что лежит у западного побережья. Зовут его островом Шпилей. Говорят, предтечи построили там башни до небес, чтобы жить вдали от наскучившей земли. Будто не хотели помнить, что все мы в нее вернемся. Звучит очень похоже на Теда Фаро. Ты много читала о Теде Фаро? Да, и не могу понять, как человек, который так хотел исцелить мир, мог погубить его ради власти и славы. Его душа пала так низко, что я не знаю, ненавидеть его или пожалеть. У вас с Варлом все хорошо? Я про занятия. Все хорошо. Впрочем, признаю, что иногда неплохо было бы и отдыхать от занятий вдвоем с ним. Но кто тогда присмотрит за Эрендом? Всегда есть Катала. Поручить шумного озерам мрачному Тенакт? Отличная идея. Чем вы тут занимались? Я предложила Бетти перекусить вместе. Думала, ей будет уютнее. Может, она решилась бы спать здесь, а не в темном подвале.
Она не оценила. Молодец, что пыталась. Без терпения урожай не пожнешь. Я не теряю надежды. Мне пора идти. Надеюсь, я найду все, что нужно для захвата Гефеста. А потом мне понадобится помощь. Будем готовы. И они разбили там свой лагерь. Поговорим? С тобой, конечно. Я собираюсь на западное побережье. К руинам, затянутым туманом. Да. Ищу одно племя. Квен. Встречалась с ними однажды. Говорят, они приплыли сюда из-за океана. Я надеялась, что Тенакт что-то знают о них. Были слухи о чужаках в том районе, но... Мы думали, это бандиты. Хикара посылал туда отряд, но... Я не помню, чтобы они вернулись. Как ты знаешь, были более насущные проблемы. Прости, это все, что я знаю. Ничего. Думаю, я скоро сама выясню. Есть кое-что, что я хотел бы обсудить с тобой. Это личное. Найдется немного времени. Что у вас тут интересного произошло? Я нашел подходящее место для тренировок. Да? И где же оно? Снаружи, над лагерем. Там гнездо светокрылов всегда готовы к бою. Не думал тренироваться с кем-то, кто не хочет тебя убить? Тогда в тренировках пропадает смысл. Нашел что-нибудь, пока готовился? Гея рассказала, как найти записи о военном ремесле мира предтеч. Я знал, что десятые сражались с машинами, как и мы сейчас. Но, похоже, после них воинов-людей не осталось. Позже повелители посылали машины биться с другими машинами. В войнах за земли и богатство. Тенакт хотя бы не боятся рискнуть своими жизнями, если начинается война. Это честный путь? Но, может, еще лучше было бы совсем без войн? Да, конечно. Хикара тоже так считает. Чем ты занимался? Варл спросил о различиях между кланами моего племени, и я рассказал ему историю Тенакт. Сплошь смерти и кровопролитие, но также великие подвиги и свергнутые тираны. Может, и ты захочешь послушать, когда мы завершим наш поход. С удовольствием. А как Тенакт отдыхают, ну, когда устают от тренировок? Играем в стычку. Твой друг Азерам Эрент неожиданно хорошо играет. Правда, меня он пока не побил. Нужно мыслить тактически и не забывать о стратегии. Звучит, как очередная тренировка. Ты сказал, что хочешь о чем-то поговорить. Я разговаривал с Геей. Она рассказала, что зениты усиливают свои тела железными частями. И я подумал, не поможешь мне сделать так же? Ты хочешь себе новую руку? Да. Гея уверена, мы сможем сделать такую штуку, если я достану нужные данные и детали. Она считает, их можно найти там, где Бета пряталась от зенитов. В старой лаборатории. Ты лучше меня знаешь механизмы мира предтеч. Мне пригодится твоя помощь. Это может быть опасно. Зениты, наверное, еще следят за тем местом. В первый раз нам повезло сбежать оттуда. Ясно. Но, кажется, рискнуть все же стоит.
Во имя десятых мы справимся. Мне пора идти. Впереди долгий путь. Если потребуется подкрепление, И я позову. Сообщу, когда буду у лаборатории. Мы добудем детали для новой руки. спасибо, Элой. Ты хочешь что-то еще обсудить? Как подвижки с духами Земли? Код перезагрузки готов? Да. Но впереди еще много работы. Гея предупредила, что духи Земли объединены в сеть, и поэтому код надо передать им всем. Не все они в Песне Долины. За последнее время 3 ушли из нее. Соль, Си и До. Их надо искать. Нет, мы знаем, где они. Но добраться сложно. Соль утонула в озере. До забрался в опасный каньон. Си сломалась посреди стада машин. Ясно. Давай так. Ты пойдешь в Песню Долины и все подготовишь. А я займусь Соль Сидо. Давай координаты и код перезагрузки. Отправляю тебе данные. Мы поставили святилище там, где духи заболели. Увидишь их, значит, ты на месте. И еще раз спасибо за помощь. Мы избавим твой народ от голода, Зо. Обещаю. Я сообщу, когда Соль, Си и До получат код. Хорошо. Я пока передам его духам земли в Песне Долины. Элой, ты здесь? Уже встретилась с Квен? Пока нет. Ты столько сделала, чтобы вернуть вспомогательные функции. Нечестно, что теперь тебе придется одной разбираться с Квен. Поверь, так безопаснее. Они вроде как считают, что я собак. Меня они примут. Но вот с другими церемониться не станут. Как скажешь. Если тебе что-то понадобится, дай мне знать. Ты, главное, не отлынивай от занятий, пока меня не будет. Чтобы на меня ополчилось Зо, я себе не враг. Кстати, я читал про Теда Фару. Как он убил тех, кто спас остатки мира после того, как он его уничтожил и спрятался. Он был тот еще мерзавец. Значит, вы с Зо немного повздорили? Не стоило предлагать ей заменить духов Земли новыми машинами с помощью Гефеста. У меня даже в мыслях не было оспаривать их обычаи. Просто предложил свежий взгляд. Как ты обычно. Ну, вроде как любая машина — это машина. Да, видимо, мои идеи пришлись не кстати. Ты не виновата. Не переживай. Похоже, у вас с Зо все наладилось? Несколько часов она упрямо хранила молчание. А потом все же смягчилась. Вроде как. Что мне с ней делать? Откуда знать, что мои слова не приведут к новой вспышке? И вдруг в следующий раз извинений не хватит. Подарить набитое животное? Ты просто отвратительна. А почему ты думаешь, что я разбираюсь в таких вещах? Сам соображай. Снова меня бросаешь, да? Если она меня прибьет, виновата будешь ты. Пока Бета с Геей собирают носитель, ты к походу всех подготовишь? Конечно. Что? Ничего, просто скоро все изменится. У нас будет Гея, и она поможет нам все исправить. Ни зенитов, ни помешательства. Это будет другой мир. Это прекрасно, но интересно, что будет с Нора, и с Карха, и со всеми остальными. Давай сначала закончим с Геей. Ты права. Нам еще нужно победить злобный Ии.
Если я получу допуск Омега и мы вернем Гефеста, то сможем наконец нанести удар по зенитам. Представляю себе их лица, когда на них попрет целая стая громозевов. Машины будут за нас. Наконец-то. Если что, я с вами свяжусь. Мы готовы. Все научились обращаться с генераторами импульсов. Класс. Говорят, ты на запад собралась? Оказалось, надо найти еще одну вещь, чтобы вернуть Гефеста. Как же всегда у нас все непросто. Ты уже, наверное, привык к визору. Теперь я знаю слабые места машин. Это уже кое-что. Вот бы с остальными данными было так же просто. Честно говоря, я и половины не понимаю. А другая половина убеждает, что эту битву не выиграть одним молотом. А я-то силен только в нем. Что ж, значит, пора учиться новым приемам. Надо ж быть полезным. Будешь, конечно. Ты отыскал что-то интересное? Да, попросил тут Гею подобрать мне чего-нибудь. И она нарыла лучшее зрелище в мире. Называется «Спорт». Оказалось, что предтечи любили побегать и побороться друг с другом за очки в разных видах игр. Добавить к этому Эли, соленые закуски, половина жилы выстроится в очередь. Какие у вас тут свежие новости? Зо попросила меня притащить сюда растений. Ясно, что не для еды. А как по мне, тут и так красиво. Железные стены, простые, но крепкие. Этого достаточно. Зачем тут какая-то зелень? Как дела с Каталло? Все боишься его? А, и шутница нашлась. Вообще-то, мы с ним в стычку играли. Правда, разговаривать мне пришлось с самим собой. Но, видишь, я выжил. Рада слышать. Мне пора идти. Знаю, что ты скажешь, но помощь точно не нужна. Гея рассказала, что ты нашла новое племя. Квен. Похоже, те еще гады. Я с ними управлюсь. А Варл пока поможет тебе в подготовке к битве. Береги себя, Элой. Она так много болтает. Ты делал бы так. Привет, это я. Что ты хотела? У тебя есть все для сборки носителей и генераторов? Гея прислала мне чертежи. Все будет скромно, без возможности Гефеста, но сработает. Но без допуска Омега все бессмысленно. Я найду его. Просто подготовь носитель к моему возвращению. А с кем еще ты общалась, кроме Варла и Геи? Зора сказала о вашей встрече после твоего побега с полигона Аида. И я не знала, что тебя сильно ранили. Если бы зениты убили тебя, все живое на земле погибло бы. Мой побег стал бы напрасным. Но они меня не убили. А благодаря Варлу и Зо, я снова на ногах. Ты сказала, вы с Варлом общаетесь. О чем? Он рассказывал о вашем племени, Нора, и о вашей инициации. И я сказала, что если бы родилась у вас, я бы никогда ее не прошла. К ней и правда нужно долго готовиться.
Но в племени живут не только охотники. Думаю, мне бы и другое не подошло. Ну, тогда хорошо, что ты не Нора. Пока у меня все. Ага. Этот визор смерти моей желает. Ты чуть не утопил его в пиве. Элой, до побережья путь не близкий. Если будут нужны припасы, загляни в срез воды. Это деревня Долинников к юго-западу от рощи, в самой гуще джунглей. Ясно. Спасибо за совет. Лаборатория Зенита здесь. Катала считает, тут можно найти детали для его новой руки. Но... Привет, Катала. Я у лаборатории Зенита. Придешь сюда? Уже иду. Элой, спасибо, что пришла сюда. Мне в радость. Гея рассказала, где именно в лаборатории мы найдем нужные детали. Она упоминала камеру, где ты нашла Бету, и базу данных, которая там. Она сказала, это поможет найти знания и детали для новой руки. Хотя бы ясно, где искать. Но нужно торопиться. Вдруг Зенита наблюдают. Понял. Лаборатория там. Ты как там? Справлюсь. Машины. Они разбирают призраков на детали. Мы будем с ними драться. Пробирает до костей. Или прокрадемся мимо. Решай сама. Они приближаются.
Пора доставать электрические снаряды. Значит, драка. Еще. Продолжаем путь. Убийцы охотников создали Гефеста. Научим их уважению! Так, ладно, меняй драк. Машины. Они разбирают призраков на детали. Мы будем с ними драться? Или прокрадемся мимо. Решай сама. Поджигать ее нет смысла. Я отбила кусок! Хорошо! Значит, драка. Ко мне! Ладно, новый план. Облей ее кислотой! Чужих руки солдат! Для вас и этого много! Машины. Они разбирают призраков на детали. Мы будем с ними драться? Или прокрадемся мимо. Решай сама.
Морозильными снарядами я ее быстро сделаю. Раненый зверь всегда опасен. Нечем стрелять. Отомстим за павших! Они мешают нам идти к цели! Она плавится! Сегодня я не умру! С машинами Вход в все. лабораторию, затем туннелем. Идем. Пора идти дальше. Это сделали враги? Трудно поверить. Ну да. Впереди враги. Ну вот. Тебя хорошо учили. Электричество можешь? Сражайся с смертью! Ну же! Остался последний! Нам лучше поспешить. Камера, где мы нашли Бету, впереди. Веди меня. Огонь тут не пойдет, нужно что-нибудь другое.
Нет! Машины побеждены. Идем дальше. Это там внизу? Да? Так что давай-ка спускаться. Пришли. Надо понять, как попасть в базу данных, о которой говорила Гея. Кажется, мы... Вару говорил, что вы нашли Бету в одной из капсул. Не хотелось бы мне попасть внутрь такой штуки. Похоже, я нашла, что мы искали. Будем надеяться, там есть все ответы. Я закачаю базу данных в твой визор, изучишь ее позже. Что насчет деталей? Они должны быть где-то на... Призраки! Сражайся с честью! Да, вот так! Нас никто не остановит! Ну-ка, притормози!
Последний выстрел! Зениты могли выслать подкрепление. Заканчиваем и уходим отсюда. Нужные детали должны быть на втором этаже. Решетка. Возможно, это мой выход отсюда.